Заказал небольшие подарки из Китая для своего головастика. Кто не в курсе, головастик — это Cherry Tiggo 4. Сделал ему небольшие подарочки. Значит, первый — это у нас нескользящий коврик на приборную панель. Все ссылки будут в описании. Так, хрустящая зараза. Еще солнце на улице. Надеюсь, что солнце нам не помешает снять ролик. Значит, коврик. Сейчас похрущу немного. Без специнструмента никак. Маленьким ножичком сейчас его разрежем. Пакет крепкий, зараза. Так. Да что ты. Резиновый. С каким-то специальным покрытием липким. В общем, кладется на переднюю панель с аббревиатурой Cherry. С логотипом. Не скользит. Пульт от машины тоже не скользит. Хорошая штука. Цена его $2,45. Все будет в долларах. Все цены я имею в виду. $2.45. Хорошая штука, пригодится. Положим на переднюю панель. Липкая зараза. Парочка минут относительно этого коврика. Ну, естественно, он не резиновый. При ближайшем рассмотрении он оказался силиконовым. Ну, я так думаю, что силиконовый больше похож на силикон. Но сейчас не о его материалах, а о его способностях. Значит, при первом рассмотрении, естественно, он мне понравился. При вторичном рассмотрении, когда я положил его на панель, он стал двигаться. Он двигается, он никак не фиксируется. Он просто ездит по панели, если его двигаешь рукой. Сейчас расскажу дальше. На стекло, вот на, допустим, на этот, как его... забыл, как называется, на экран. О, блин, старость, не радость. На экран он прилипает отлично. Оторвать его с экрана практически невозможно. Ну, конечно, можно, оторвать-то можно все. Но смысл не к экрану его лепить. Смысл его лепить, сейчас я выключу это все, смысл его лепить на панель. Как раньше у меня были коврики, ну, в других машинах, они как бы прилипали к самой панели, ну, он достаточно липкий, естественно, сюда грязь вся на него прилипала. То есть не отмоешь его. Этот, он как бы с одной стороны более-менее чистый, с обратной стороны, но зараза же никак не крепится, по идее. Но, что скажу, если он лежит просто так, сам собой пустой, на ходу, разгоны, торможения, повороты резкие. Так вот, на ходу он никуда не двигается. Почему-то, не знаю, как это работает, чудеса, короче. На ходу он не двигается, рукой его можно двигать, но на ходу он не сдвигается. И стоит на него что-то положить, у меня здесь, ну, в стандарте лежит эта зажигалка, лежит пачка сигарет, это не реклама курения, курить не надо, курить это плохо. Значит, пачка сигарет, поэтому я не буду ее в экране светить, я тут взял аккумулятор сюда положу маленький. Все, как только на него что-то кладется, он практически, ну, это просто легко лежит, но он прижимается. Во-первых, с него ничего не съезжает. Не знаю, как получает. Ну, с него-то понятно, к нему прилипает. Достаточно он прилично держит. Но почему он не двигается? Непонятная история. Мелочевку сюда кладу, там 10 рублей, допустим, лежит. Просто, если сейчас 10 рублей с собой не взял. Ну, и сейчас ему не на ходу, чтобы проверить. 10 рублей лежит, вот заправочку отдать на заправке. Прилипают намертво. И коврик намертво, и это намертво. Так двигается. Что за технологии? Непонятно. Ладно, с этим вроде с ковриком все. Нормально работает. Пока что устраивает. Ну, плюс еще логотип красивый Cherry. И красненькая, и беленькая, и сам логотип, и надпись. Красотень. Все, поехали дальше. Второе. Это накладки под ручки дверей. Для тех, кто любит когтями пошкрябать. Тоже хрустящая зараза. Хорошо так открывается. Брал прозрачные. 4 штуки по 4 дверцы. Довольно толстая эта штука, блин. Я думал, это пленка. А это не пленка, это какой-то пластик. Довольно толстой пластик. Прикольно сделано. Ну, будем ставить, запишу, покажу. Клеящаяся основа какая-то. Ну, в общем, выглядит вот так. Прикольная штучка. Посмотрим, как это будет работать. Еще раз повторюсь, для тех, кто любит, ну, не только для тех, все равно как-то случайно получается, что даже без больших когтей дверь, вернее, промежуток за ручкой царапается. Стоит эта штука $3.49. 4 штуки. Тоже убираем. И самое основное, что я, в принципе, ждал, это чехол на брелок
пардон, брелок на ключи. Ну, как и машина электронная, не на ключи, на пульт управления. Все приходит, ну, я, естественно, все распаковал, чтобы вас не мучить распаковками. Все приходит запакованное в китайские эти пакетики. С этим все понятно. Салфетки, отвертка. Само это устройство крепления с веревочкой, с кожаной, с дермантиновой, наверное. Дальше. Сам чехольчик с поролоновой прокладочкой. Колечко какое-то сюда идет заводное. И прикольная штучка, это под номер телефона. То есть набирать свой номер телефона и это вешать на брелочек эту штуку. Смысл задумки такой, наверное, в Китае был, чтобы если вы потеряете брелок свой, пульт от машины, нашедший найдет и, скорее всего, позвонит вам, вернет за вознаграждение. Наверное, такой был смысл. Но, сами понимаете, Россия это своя страна, своя идеология. Скорее всего, тот, кто найдет, если будет обладать достаточными знаниями, найдет вас по телефону и просто этим брелком вскроет вашу машину и уедет. Скорее всего, будет так. Но мы-то все надеемся, что люди у нас порядочные, поэтому они, конечно же, будут звонить. Не все будут уезжать на вашей машине, поэтому смело цепляйте на свой страх и риск свой телефон на брелок. Так, все вроде... ну да, сейчас мы его теперь это самое... Что-то я совсем потерялся. Сейчас мы его теперь померяем. Так, разбирается вот здесь отверточкой, дается в комплекте отвертка. Разбирается он при помощи отверточки. Надо придерживать вот это вот место. Солнце, блин, мешает все-таки. Придерживать вот здесь вот рукой, потому что там внутри стоит пружинка. И пружинка, естественно, это дело все выстреливает. Винтик не потеряйте. Пружинку не потеряйте. Значит, берете чехольчик. Чехольчики есть разные, тоже ссылочку оставлю. Есть такие здесь с детской зеленой нарисовочкой. Скорее всего, эта нарисовочка светится, что-нибудь такое люминесцентное. Но мне это не нужно, мне как бы все равно. Взял такой строгий стиль более по-серьезному. Заправляем сюда ваш пульт от машины. Вставляется очень хорошо, по размеру подходит вообще классно. Вставляем этот сам брелок. Вставляем сюда вторую часть и винтик. Все это дело закручиваем. И получается у нас прикольная штука. Стоит копейки. Сейчас я скажу, сколько стоит. Надо посмотреть, я что-то там так все не помню. Все выписал. Стоит это $4 71 цент. В общем, крохи стоит, а выглядит прилично серьезно. Защищает ваш пульт от машины. И, говорю, это смотрится стильно. Еще раз повторюсь, смотрится стильно. Ну и плюс вот это вот, я не знаю, буду... Где тут еще, кстати, у нас что-то было-то? Больше ничего не было. Все. Ну и вот эта вот хренотень с телефоном. Я не знаю, вешать, не вешать. Но я, в принципе, не проживаю по месту регистрации. Поэтому мою машину там бесполезно искать. Наверное, повешу. Тот, кто проживает по месту регистрации, подумайте над этим вопросом. Номер телефона может не только вам вернуть брелок, но и увезти от вас машину. То есть нашедший может спокойно, еще раз повторюсь, найти вашу машину по номеру вашего телефона по месту регистрации, если она у вас стоит. Все. В общем, на этом заканчиваем. Буду вешать эти, как ее, накладки на дверь. Покажу под ручки. Все. На этом всем спасибо за просмотр. Всем пока. Можно это делать без воды. Я замучился оттуда воздух выгонять без воды. С водой мне полегче. Поэтому смотрите на ваше усмотрение. Кто-то с водой, кто-то без воды. Но еще они
ссылки давать на них не буду. Хотя дам ссылку, но они идут с повреждениями, уже с завода заломаны в некоторых местах и плохо приклеиваются. И желательно все это клеить за один раз, как я понял. Когда их снимаешь, они уже, место это заламывается и плохо прилипает в этом месте. Клеится, в принципе, нормально, но второй раз лучше не снимать. При втором разе, мало того, что заводской идет, здесь заломы небольшие, и она не клеится. Вот заломы вот здесь вот. Она не проклеивается в этих местах. Ну ладно, это, в принципе, первый опыт. Пойдет. В общем, штука прикольная. Защищать будет. Ну и все. Всем пока.